Здравствуйте, с вами Leverage for Excel. В этом видео я сделал обзор программ QCA, которые служат для автоматической генерации отчетов по приемке дорожно-строительных работ в Израиле. Пример такого отчета вы видите у себя на экране. Этот отчет сгенерирован программой QCA Galiyut. Также мы рассмотрим для примера программу QCA Asphalt. В этом видео мы не будем вдаваться в детали, потому что будут дополнительные видео, в каждом из которых конкретная тема будет разобрана более детально. Программы QCA Asphalt и QCA Galiyut основаны на технических требованиях Nativi Israel. Вместе с релизом программ QCA поставляются примеры отчетов. Именно эти отчеты и мы будем сегодня смотреть, несколько из них. Вот у нас папка с распакованным релизом, и в ней есть папка Report Examples, в которой для каждой из программ, входящих в релиз, есть примеры отчетов. Итак, перед нами пример опубликованного отчета в формате Excel по некоторой гипотетической дороге номер 103. Все данные тоже здесь для примера, не настоящие. Это новая дорога. И мы здесь видим, что отчет имеет следующую структуру. Логотип компании, который выпустил отчет, в данном случае это Leverage for Excel, но здесь будет логотип вашей компании. Это настраивается один раз, так же как и данные персональные сотрудника, который выпустил отчет, его подпись. Настраивается один раз и потом автоматически попадает в каждый отчет. Также содержится дата расчета отчета. Сверху у нас два блока с основными настройками и основными результатами. А ниже идут более детальные результаты, которые в данном случае показывают разбивку по 100-метровкам, и для каждой из них основные важные величины, которые участвовали в расчете, в ходе расчета. Также можно здесь свернуть некоторые блоки, чтобы увидеть больше деталей. Это основной лист с результатами, с настройками и результатами. Теперь взглянем на то, как это выглядит для программы Asphalt. Примерно та же самая структура. Логотип, персональные данные, подпись сотрудника, основные настройки, основные результаты. Здесь тоже некоторые, даже разбивка есть по двум секциям. Плотность внутри полос и плотность на стыках между полосами. Также можно сворачивать, можно свернуть вообще все. И также у нас здесь есть детализация по ходу расчета каждого из измерений. Здесь мы видим, что присутствуют строки QC и QA. Это соответствует службам контроля качества, Quality Control, Бакарат Ихуд, и гарантирование качества, Quality Assurance, на иврите Автохат Ихуд. Собственно, от этого и идет аббревиатура QCA, Quality Control and Assurance, то есть контроль и гарантирование качества предназначено для этих служб. Помимо основного листа мы видим здесь еще один лист, в котором содержатся более детальные настройки отчета, в основном которые постоянные и содержатся в технических требованиях Nativi Israel. Такой же лист есть в отчете по программе QCA Galiyut. Также здесь есть дополнительный лист Details, в котором есть еще больше деталей по ходу расчета. И здесь можно очень детально проследить, каким образом шел расчет отчета.
Также можно сворачивать блоки, разворачивать. То есть на основном листе мы видим самые главные результаты с этого листа. Мы видим, что здесь у нас есть цветовая разметка. Самые важные моменты выделены цветами. Разные статусы десятиметровок тоже выделены. Автоматически сгенерированы комментарии к этим статусам. То есть все очень наглядно, информативно. На листе Details также есть цветовая подсветка. И это очень удобно для того, чтобы разбираться, что именно здесь, какие именно значения плохие, как мы пришли к тем или иным результатам. То же самое мы видим и в программе QC Asphalt. Все очень наглядно, информативно. Теперь перейдем к PDF-версиям этих отчетов. По дороге 103 QC Голливуд. Таким образом выглядит основной лист. Внизу мы видим, что всего в этом отчете 8 листов. Это первый лист, относится к главному разделу. Также информация о программе и ее версии. Лист Details, детали расчета, разбит на несколько страниц. Пролистаем. Видим подсветочки, все красиво. И лист с настройками. Теперь взглянем на дорогу номер 100, QC Asphalt. Вот таким образом выглядит отчет в PDF формате. Здесь у нас всего 2 листа. Все поместилось. Теперь взглянем на еще пару примеров отчетов, сгенерированных этими программами. Там у нас была дорога номер 103 новая, а здесь ремонт существующей дороги. Здесь более короткий участок, но также все наглядно и красиво. PDF-версия этого отчета. Выглядит точно так же. Единственное, что у нас здесь еще больше листов, потому что дополнительные этапы есть в расчете. Помимо приемки есть еще и измерение состояния до ремонта. Поэтому лист Details, детали расчета, он еще более широкий, и поэтому попал на еще большее количество страниц. В конце настройки. И взглянем на дорогу 999 программы QC Asphalt. Это тоже гипотетическая дорога, в которой очень много измерений. То есть здесь показано, что до 120 измерений могут участвовать в каждой из секций. Здесь 120 внутри полос, между полосами на стыках еще 120, и толщина слоя также 120 измерений. И вот как это, можно свернуть опять-таки, посмотреть это более развернуто. Так, и PDF-версия выглядит вот таким образом. 4 листа. То есть основной лист у нас на 3 страницы растянулся. Так, мы видим, что сгенерированные отчеты, точнее это их опубликованные версии, у нас есть в 2 форматах: Excel и PDF. Обычно люди предпочитают отправлять
отчеты контрагентам в PDF формате, полагая, что их нельзя отредактировать, что они неким образом защищены. На самом деле обычно PDF открывается программой Acrobat Reader, которая не позволяет редактировать PDF. Но есть и другие программы, например, Acrobat Pro, которая позволяет редактировать PDF-файлы. Вот, например, вот мы видим в меню «Изменить текст», и можно его изменить. У меня эта версия не платная, поэтому эта возможность здесь закрыта, но такая возможность существует в платной версии. Поэтому мнение о том, что PDF защищен, это некоторый миф на самом деле. В то же время обычно люди не шлют в формате Excel, потому что его очень легко изменить. Но отчеты, которые генерирует программа QCA, защищены на 100%. Прежде всего, просто так изменить. То есть, если вы попытаетесь это сделать, то у вас ничего не получится. Листы защищены от редактирования. Более того, в этих отчетах содержится цифровая подпись, которая соответствует содержимому этих отчетов, этих файлов. При изменении любой буковки, любой циферки в этом отчете цифровая подпись становится недействительной. И это очень легко проверить. Я покажу далее, как это сделать при помощи программы QCA. Таким образом, вы можете смело отправлять отчеты, которые сгенерированы программой QCA, в обоих форматах, то есть и PDF, и Excel, и возможность отправки в формате Excel очень важна, потому что позволяет дальше считывать эти данные из этих отчетов любыми другими программами или для того, чтобы скопировать их в другие Excel и дальше их обрабатывать там. И это намного удобнее для контрагентов, и они будут вам очень благодарны за это, потому что получать данные в PDF формате это очень, и при необходимости их дальнейшей обработки это очень неудобно и очень неэффективно, очень усложняет жизнь. Ну а программы QCA как раз и признаны к тому, чтобы облегчить жизнь, сделать работу приятной, быстрой и эффективной. А теперь мы посмотрим пару примеров, как эти отчеты генерируются. Для этого я сначала закрою все файлы, потому что нам потребуется их перезаписать. Если они будут открыты, то программа не сможет этого сделать и сообщит об этом. Итак, я все закрыл. Здесь все закрыто, Excel закрыт. И мы запускаем программы. Начнем с QCA Asphalt. Откроем существующий отчет с уже подготовленными данными, но еще не рассчитанный. Такие файлы помечены в примерах ноликом в названии файла на конце. Мы видим здесь информацию о лицензиях. Сейчас не будем в это вдаваться в подробности. И открываем существующий отчет. Вот файл с нулем на конце. Это файл, в котором данные подготовлены, но сам отчет не рассчитан еще. Мы можем также его подредактировать. Скажем, поменяем метод вычисления на статистический. Он как раз подходит хорошо для ситуации, когда много измерений, потому что, как и любой статистический метод, он имеет смысл только при большом количестве измерений. Ну и, скажем, еще поменяем здесь метод не по отдельности брать данные,
а усредненные данные между QC и QA. Рассчитаем. Здесь первый этап у нас подготовка данных входных. Затем мы можем сохранить эти данные, потом к ним вернуться, еще отредактировать. Сохраняем во внутренний формат. Можем так несколько раз сохранять, открывать, редактировать, опять сохранять и так далее. Потом в конце концов рассчитать, еще раз сохранить, как мы сейчас сделали. И это все было сохранение во внутреннем формате, а теперь можно его опубликовать в те самые Excel и PDF версии, которые мы смотрели в начале. Перезаписываем существующие файлы. Вот у нас сейчас откроется PDF-версия. Вот она. Примерно то же самое, что мы видели. И сейчас мы его проверим на на действительность цифровой подписи. Вот этот файл. И мы видим, что цифровая подпись действительно. Если бы кто-то умудрился поменять в файле что-то, то мы бы увидели, что цифровая подпись недействительная. Мы всегда можем таким образом доказать свою правоту и быть уверенными в том, что можно спокойно отправлять Excel-версии нашим контрагентам, за что они нам будут очень благодарны, потому что дальнейшая обработка данных из PDF-версий отчетов очень проблематична. В то же время Excel-версии, опубликованные с помощью программ QCA, позволяют спокойно считывать с них данные и обрабатывать дальше хоть в Excel, хоть в любой другой программе. Ну, на предмет того, чтобы, если все-таки данные приходят в PDF в форматах, как из них считать данные автоматически, на это у нас тоже есть решение. Специальная программа PDF Agr, о которой тоже будет рассказано в отдельном видео. Таким образом, мы буквально в 3 клика получили полностью готовые к отправке контрагентам отчеты, которые, кроме того, выглядят профессионально, красиво, наглядно, понятно, защищены, и мы можем быть в них уверены. Мы их получили буквально в течение минуты. Сейчас сделаем то же самое при помощи программы QC Galliot. Эту программу я закрываю, QC Asphalt. У нас уже сохранено все. Запускаем программу QC Galliot. Здесь мы поступим немножко по-другому. Мы откроем отчет во внутреннем формате, сохраненный, который был вычислен немного с другими значениями. Изменим его настройку и рассчитаем заново. Возьмем дорогу новую, 103. Здесь для того, чтобы посмотреть, как программа работает в различных режимах с разными настройками, самые важные настройки, они вынесены в название папки, и все результаты сохраняются в соответствующей папке. Вот мы откроем отчет, у которого одна настройка отличается, поменяем ее
на противоположную и рассчитаем. Мне нужно просто скопировать путь к папке и открыть этот файл в программе. И здесь мы видим только отчеты во внутреннем формате, не видим опубликованных. Здесь они сразу отсеиваются. Открываем. Так, файл открылся. Вот эта настройка, про которую мы говорили. Поменяем ее на другую. И у нас результаты автоматически исчезают, потому что требуется перерасчет с новыми настройками в новых режимах. Запускаем расчет. Подтверждаем, требуется 392 единицы, 0,4. Вот мы видим, что 1000 вот я приобрел. Вот у нас 1000 на первой лицензии. Вот рассчитан. Мы видим, что уменьшилось на соответствующее количество. И сохраняем результаты. Обновляем файл. И теперь тоже опубликуем этот отчет. В ту же папку файлы. Он просит подтверждения перезаписать существующие файлы с этим же именем. И важно, чтобы файл PDF-версии не был открыт в Acrobat, потому что иначе не сможет программа его перезаписать. Публикация не пройдет. Ну, будет соответствующее сообщение выдано. Итак, вот мы получили буквально в течение минуты, рассчитав отчет и опубликовав его, мы получили готовые, полностью готовые к отправке профессиональные отчеты, очень наглядные, понятные, детальные, со всей необходимой информацией, защищенные отчеты, с которыми приятно работать, которые легко делать, генерировать при помощи программ QCA. Кстати, QCA здесь, если мы откроем отчет асфальт, то мы видим, что у нас здесь есть, поддерживается два источника данных: QC и QA, Quality Control и Quality Assurance. То есть Автохат, Бакарат Ихуд и Автохат Ихуд. Служба контроля качества и служба гарантирования качества. Отсюда и название QCA, то есть это аббревиатура Quality Control and Assurance. Бакарат, Автохат Ихуд предназначены для этих служб. Таким образом, мы буквально в течение пары минут сгенерировали два отчета при помощи программ QC Asphalt и QC Gliud. Без этих программ этот процесс занимает долгие, нудные часы. И при этом приводит к результатам гораздо более худшим. Это могут быть ошибки, множество неточностей, отсутствие информативности, цветовой подсветки. Также вот генерация вот этих комментариев в программе QC Gliud занимает очень много времени. В программе QC Asphalt статистический метод тоже очень нетривиален. И сейчас вычисление этих отчетов в различных режимах также очень трудоемкое. Программы QC универсальны, они поддерживают всевозможные режимы,
варианты, виды дорог, новые, ремонт. И при этом мгновенно позволяет получить результат. Сейчас же приходится использовать, кто во что гораст, какие-то наработки, Excel, которые были сделаны кем-то когда-то под разные ситуации, точнее под конкретные ситуации, множество разных вариантов. И люди порой используют их, даже не понимая толком, для чего они были сделаны, какие в них есть ошибки. В общем, сейчас ситуация аховая. Программа QCA кардинально улучшает ситуацию, и с ними жизнь и работа сразу становится приятной и легкой. В общем-то, в работе появляется время, вместо того, чтобы заниматься рутиной, искать ошибки и переживать за то, что эти ошибки таки пошли дальше, можно сосредоточиться на действительно важных моментах, проблемных местах, там, где важна именно инженерная экспертиза. То есть и уже не тратить время и силы на чисто вычислительную рутину. Все это берет на себя QCA, программа QCA. Поэтому для того, чтобы быть настоящим профессионалом, ценить свое время, выдавать профессиональные отчеты, точные, защищенные, просто необходимо пользоваться этими программами. Поэтому будем рады видеть вас среди пользователей наших программ. Если у вас есть какие-то вопросы, замечания, пожелания, пожалуйста, присылайте их нам. Кстати, если у вас есть хотя бы один отчет опубликованный, то у вас уже есть сразу все контактные данные. У вас есть ссылка на ролики YouTube об этих программах и о том, как ими пользоваться. Ссылка на скачивание релиза программ последнего доступного. Ссылки на страницы Facebook программ QCA и компании Leverage for Excel, компании разработчика этих программ. Пользуйтесь, пожалуйста. Еще стоит отметить, что видеоролики по этим программам сгруппированы в плейлисты. Один из них общий для всех программ. Он описывает такие моменты, как установка этих программ, жизненный цикл отчетов, порядок лицензирования, покупки вычислительных единиц. Вот это видео содержится в этом плейлисте также. И для каждой программы есть свой отдельный плейлист, в котором уже описаны особенности именно этих программ. Ну, прежде всего то, что касается алгоритма расчета, различных режимов расчета, настроек, такие моменты. В описании к видео есть ссылки на все связанные плейлисты и видео. Также обращайте внимание в углу на кружочек с буковкой I. YouTube таким образом позволяет ссылки на связанные видео устанавливать. Если у вас есть пожелание добавить какой-либо новый отчет в перечень наших программ, то мы с удовольствием рассмотрим этот вариант. Здесь мы не показали еще программу Хлоплакут, которая еще находится в разработке. Скоро она выйдет. Но также могут быть добавлены новые программы. В общем, инфраструктура для этих программ создана. То есть, как вы видите, мы используем Excel для интерфейсной части. В то же время все расчеты производятся на Python. И программа использует клиент-серверную архитектуру. Поэтому мы можем добавить на эту инфраструктуру новые программы, новые отчеты. При этом не обязательно из области QCA по дорожно-строительным работам. В принципе, области могут быть самые различные. На этом о программах QCA все. С вами была компания Leverage for Excel. Спасибо за внимание. Цените свое время. Будьте здоровы и эффективны. Пока.